Ура! Вот я наконец-то и до своих старых кресел добралась. И сегодня что-то полуразвалившееся будем превращать в нечто удобоваримое для деревенского интерьера. И как всегда опять прилично накосячим. Я не знаю, что нами двигало. Надо же было так лохануться. О, нет. Вот и сессию она решила устроить, как же. Но вместе с тем сделаем немало полезных открытий. Например, почему утюг не катит, и как сэкономить на расходниках, или как шить идеальные чехлы без лекал просто и быстро, или с помощью кого. Ну и просто погреемся у костерка. Итак, вот он мой пациент, с которым я буду работать в ближайшую неделю. Ну, посмотрим, сколько времени уйдет. Обычное советское кресло, такие были очень распространены. И, как видите, состояние, конечно, плачевное. Хотя ножки еще, ну, как бы более-менее, я считаю. И чтобы этого гадкого утенка превратить в прекрасного лебедя, понадобятся шлифовальные круги в большом количестве для того, чтобы снять старое покрытие, морилка или масло по дереву, паркетный лак для подлокотников, обивочная ткань, поролон, большое количество скоб для того, чтобы прикрепить ткань, а также клей для поролона. И в этот раз мне не хотелось ждать никаких доставок, поэтому я решила поехать в Лимано Про и все купить в одном месте, что очень удобно. Итак, немного предыстории. Эти кресла я делаю для нас с мужем, мы будем ими пользоваться, поэтому мы приехали с ним выбирать ткань вдвоем. И пересмотрев все, что продается на отрез, поняли, что нам по душе кое-что другое. Сейчас позже расскажу. Кстати, вот эти гобелены тоже прям очень классно, мне кажется, смотрелись на кресле. И ткань плотная. Ну а для тех, кто любит спокойные какие-то тона, без рисунков, вот вам тоже, пожалуйста. Я же люблю все цветное. Ну и если вам хочется велюровое креслице, вот, пожалуйста. Богатый выбор, кстати. Но на отрез мы не нашли то, что нам обоим бы одинаково понравилось, поэтому пошли в отдел готовых штор, где в конце концов сошлись оба на одном варианте. Так сказать, нашли компромисс. С одной стороны, по стоимости это немножко дороже выходит, но с другой стороны, посмотрите, какие огромные шторы. Одной такой шторы хватит сразу на 2 кресла целиком. Поэтому, думаю, не стоит сбрасывать со счетов этот вариант. Так что ловите от меня первый лайфхак. Кстати, можно сразу и подушечку выбрать для кресла. Дальше, если вы хотите ножки закрасить каким-то цветом, то, конечно, понадобится краска. Любая, которая подходит для дерева. Но я хочу сохранить рисунок дерева, и поэтому буду покрывать маслом. Масло тоже можно выбрать определенного оттенка, в зависимости от ваших хотелок и задач. Если вы красите акриловой или полиуретановой краской, то, соответственно, понадобится акриловый или полиуретановый лак. Желательно, конечно, хотя есть и краски, которые не требуют покрытия лаком. Но так как я все-таки буду покрывать маслом, соответственно, и лак мне понадобится алкидный. Я выбрала вот такой бесцветный паркетный лак повышенной прочности. Беру на всякий случай кисточку и валик для того, чтобы удобнее было наносить покрытие. Благо здесь большой выбор кисточек и по размеру, и по жесткости, и по мягкости, и по форме. И также огромный выбор валиков, как по размеру, так и по материалу. Ну и, конечно же, различных размеров рукоятки для малярных валиков. Для заделки мелких и крупных повреждений обязательно понадобится шпаклевка по дереву, и здесь также можно сразу подобрать нужный оттенок. Естественно, зашпаклеванные места придется шкурить, и сами ножки, и много шкурить, поэтому понадобятся абразивные материалы. Для скругленных элементов подойдут вот такие абразивные губки. Ну а чтобы содрать лак или старую краску, тут уже нужно что-то помощнее. И подойдут вот такие шкурки на тканной основе или на бумажной. Либо, если у вас есть шлифовальная машинка, то это шлифовальные круги. Я буду использовать от 40 зернистости до 320 примерно, чтобы сгладить все шероховатости на шпоне. Круги с меньшим номером зернистости мне помогут содрать старое покрытие, а с большим числом зернистости это как раз для гладкости.
Ну и если у вас нет шлифовальной машинки, то, кстати, можно что-то присмотреть. Вот такой компактненькой, мне кажется, будет вполне удобно. Еще взяла себе вот такую штуковину. Она мягкая, и ей удобно вручную шлифовать или шкурить какую-то поверхность. На нее приклеиваются абразивные круги для шлифмашинок. Обязательно возьму себе защиту, потому что шлифование и шкурение работка пыльная. И если придется подклеивать шпон, а скорее всего в старой мебели это придется делать, то понадобятся струбцины или хотя бы специальные зажимные прищепки. Беру также скобы для мебельного степлера, сразу несколько коробочек, они точно пригодятся. Ну и, конечно же, поролон. Мы остановились на толщине 8 сантиметров. В магазине в наличии также был и 10-сантиметровый, но мы почему-то решили, что 8 будет достаточно. И одного такого рулона, 2 на метр, хватит на целых 2 кресла. У меня их как раз 2. И даже останется еще немножко на подставке под ноги. Я тоже их в перспективе планирую сделать. Так, вроде бы ничего не забыли. И идем на кассу. Вот хорошо, когда можно купить сразу все и в одном месте. И не тратить время на поиски где-то еще. Ну, теперь в полном вооружении можно приступать к делу. Мне предстоит сначала содрать лак. Я решила начать именно с этого, потому что так будет удобней, чем когда я разберу. Потом придется эти ножки где-то фиксировать. А здесь оно стоит, и я попробую прямо на нем сначала этот слой убрать. Лак, как я узнала, в те времена в основном был полиэфирный. Здесь слой лака другой, здесь попробую шкуркой. А вот этот вот толстый глянцевый, его шкуркой это замучаешься. Смывки на такой лак действуют очень слабо, ими тоже замучаешься. И есть два проверенных способа. Первый всем известный строительный фен. Он бывает с насадками и без. У меня в данном случае вот такие насадки в виде циклей, и я попробую ими. Ни разу не работала, честно, сейчас впервые буду пробовать. И второй вариант тоже, как я почитала, очень эффективный, даже где-то более эффективный, чем фен. Это самый обычный утюг, шпатель и фольга. Хочу тоже для себя провести эксперимент и посмотреть, что все-таки удобнее. Фен, который идет сразу с насадкой, либо все-таки утюг и фольга, который берет большую площадь сразу. Про температурные режимы фена толком нигде нет информации, поэтому я начну с небольшой температуры, буду подбирать. Вот сейчас он у меня включен на 200 градусов. Пока даже как-то, если честно, никакой реакции. И цикля это гнется. В общем, что-то как-то совсем неудобно. Вот лак начал отходить. Ага, процесс пошел. Здесь бы еще главное шпон не повредить. По-моему, я уже повредила, честно говоря. Пока я возилась с феном, у меня параллельно вот стоит утюг. Включила его на режим шерсти, глажки шерсти. Не знаю, посмотрим. Он постоял уже какое-то время. Наверное, может быть, минутки 3. Сейчас я попробую. Ну, нет, пока не поддается. Наверное, все-таки нужно подольше его поддержать. У меня такое ощущение, что у меня утюг перегревается, он начинает пищать. Маме бы утюг не испортить. Но вот видите, вот уже лак начал отходить. В принципе, рабочая система. И да, действительно, отходит гораздо большими клочками. Гораздо больше площадь, получается, захватывается сразу, нежели феном. Но утюг очень быстро нагревается, и как-то это все уже неудобно получается. Нужно его постоянно переставлять. Ну и в итоге, как вы сами понимаете, счистила весь лак я феном, потому что это оказалось удобнее, быстрее, именно с насадкой. Она же здесь мне служила и циклей, и ей можно было захватить сразу достаточно большую поверхность, даже больше, чем шпателем после утюга. Работала, кстати, на 200 градусах. Не могу сказать, что прям аккуратно у меня получилось. Ну что, ушло у меня на этот самый толстый лак минут, наверное, 15 от силы. Сейчас хочу феном также попробовать содрать лак
со всей остальной поверхности ножек и подлокотников, потому что, как представила, сколько шкурить. Наверное, я все-таки попробую феном. Ну, как вы поняли, шлифмашинкой в данном случае быстрее и проще, и сразу же можно снять этот надоедливый красный оттенок. Открылся шпон, который мне как раз хочется в итоге выделить, но немножко другим уже цветом. Когда работа не работа, а сплошной отдых. Итак, зашкурила везде, где подлезла. Остальное буду дошкуривать, когда разберу кресло. И обнаружилась вот здесь пропажа, пропажа шпона. Придется вот здесь что-то подшаманить. Ну, а в остальном, в принципе, все неплохо. Единственное, трещины, такие небольшие трещинки на концах ножек, практически на всех 4, ну, подшпаклюю. Вот здесь решила вообще не трогать, пусть останется, в принципе, это место не видно, но остальное, да, работаю. И ушло у меня где-то на это все действо 1,5 часа. Дальше специально предназначенным для того инструментом отдираю скобы со дна кресла. И вот такая картина нам тут открывается. Эх, пока отвлекалась, кто-то выключил мне солнышко. Ну ладно, продолжим. В общем, смотрю, резинки все целые. Ремень целый. В принципе, ничего менять не надо, это уже радует. И теперь нужно открутить вот эти гайки. А вот тут я растерялась. Фиг знает, какого они там размера. Ладно, возьму несколько штук. Ну ладно, хоть одну угадала. Теперь надо как-то вынуть эти болты. Вот только как. А вот про эти-то болты я что-то забыла, которые в спинке. Сейчас надо спинку тогда разобрать сначала. Так, что тут у нас? Ух ты. Такая красота. А тут гайка вообще без шайбы. Как так? Не хватило шайб, что ли? Во время сборки. Ну, в общем, муж помог. Я бы и не догадалась, что эти болты надо было просто выбить с внутренней стороны. Так, ну что, тут осталось еще кое-где скобы вытащить. Тут еще 2 болта открутить, и полностью кресло разобрано. Уже темно. Я, пожалуй, приступлю к шлифованию ножек, дошлифую. Этот нудный процесс пропущу. Вот, и встретимся с вами завтра. Не, сейчас все-таки еще кое-что покажу. Если вы вдруг надумаете делать где-то дома, в квартире, имейте в виду, вот это вас и ждет. К тому же вот эта красная фигня, слипшийся поролон, очень липкий, прилипает ко всему. Он на спинке в основном, на сидушке его меньше. Ну, короче, такое себе. Просто чтобы вы знали. Да, и, кстати, покажу, что в тех местах, где сложно залезть шлифмашинкой, я шлифовала вот такой машинкой с треугольной насадкой. Это очень удобно. Можно подлезть в самые неудобные места. Итак, теперь ножки готовы. Я их протерла, чтобы пыль убрать. И теперь подшпаклюю. Использую обычную стандартную шпаклевку по дереву акриловую. Не буду прям вылизывать. Так вот какие-то явные моменты, вот как здесь, да, шпон содрался или трещинки большие вроде этой. Ну и все. И после этого жду, пока высохнет, подшкурю. И можно будет зашлифовать до 320 шкурки, чтобы более гладкой была поверхность. Ой, нет, 320 в запасе не оказалось, прошла до 400. Теперь шпон получился гладкий и приятный на ощупь.
А торцы прошла мягкими абразивными губками, очень удобно, их тоже можно найти в магазине. Итак, наконец настало время придать нашим ножкам цвет. Я для этого выбрала масляный состав с добавлением воска и фунгицидов, но здесь выбор на самом деле в магазине большой, и каждый выбирает по своему вкусу. Мне просто хочется выделить фактуру дерева, поэтому выбор остановился все-таки на масляном покрытии. Плюс, несмотря на большой выбор расцветок, я предпочитаю цвет доводить до ума, до того оттенка, который нужен мне конкретно под мою задачу. И в данном случае с помощью черного колера я красноватую пропитку довела до такого более холодного коричневого оттенка, чтобы примерно было как на моей тумбочке, которую я делала в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании, если кто еще не видел. И мне этот оттенок нравится намного больше. Так что для вас еще один лайфхак. Просто покупаете колер, который можно добавлять в масляные составы, и можно намешивать какие угодно цвета. Или вообще купить, например, бесцветную какую-то пропитку колируемую и намешать свой собственный оттенок. Я наношу эту пропитку просто салфеткой, хорошенько втирая, чтобы пропиталась. Так, во-первых, экономнее, а во-вторых, можно контролировать сам процесс нанесения. Мне прям даже очень нравится, как она ложится на этот шпон, но, скорее всего, буду давать 2 слоя, потому что хочется ножки потемней, чтобы они смотрелись контрастно с обивкой. Тем более, что у пропитки, как правило, немного светлеют после высыхания. Вот так ножка выглядит после первого слоя, а это еще не крашеная. Думаю, разница видна уже. Турка прям заиграла. Ну, а пока ножки сохнут, логично заняться обтяжкой кресла. Но не забудьте предварительно распаковать поролон, чтобы он успел распрямиться. Я, например, забыла, и пришлось обтяжку отложить. Перед тем, как начать работу сидушкой и спинкой, пришлось хорошенько протереть, особенно сидушку, обезжиривателем, потому что этот красный поролон с клеем прилипал абсолютно ко всему. И не хотелось запачкать ни стол, ни ткань, ни новый поролон. Начну я с сидушки. Здесь, в принципе, ремни сохранились хорошо. Единственное, что вот этот тканевый немножко просел. Я хочу его для начала подтянуть. Просто сделаю это с помощью степлера. И следующим этапом измеряю сидушку, чтобы понять, какой кусок поролона мне нужно отрезать. Ой, да, совсем забыла. Говорят, чтобы поролон служил дольше, лучше сначала покрыть какой-то тканью. Можно в том числе использовать обычный спанбонд, который используют на дачах для грядок. Ну а дальше отрезаю поролон. Так-то, по идее, можно было сразу сидушку на него приклеить и отрезать уже по месту, но у меня слишком большой кусок для этого, и расположиться с ним ну никак неудобно. Я взяла вот такой. Дальше с помощью специального клея приклеиваем этот поролон на ткань, которую мы уже прикрепили. Клей такой продается в баллончиках и в жидком виде. У меня в жидком виде, я его просто перелила в бутылку от клея, чтобы удобнее было наносить. Состыковываю и хорошенечко нажимаю на него, чтобы он схватился. Клей этот действует практически мгновенно. Дальше подрезаю лишнее, так чтобы поролон был вровень с каркасом сидушки. Я не знаю, что нами двигало с мужем при покупке поролона и мысли о том, чтобы сделать кресло потолще. Но, по-моему, мы не оценили масштабов ситуации. Технически, конечно, можно сделать эти 2 слоя, но дело в том, что тогда даже он при весе в 100 с лишним кило фиг достанет до подлокотников, блин. Что уж говорить обо мне с моими 47 килограммами. У меня теперь стал вопрос, как сделать, что сделать с загибом, потому что вот здесь обычно сверху кладется поролон потоньше, скажем, там сантиметра 2-3, и вот здесь делается загиб. Но так как я уже отрезала и думала, что это будет нижний слой как раз, и уже даже приклеила, не хочу сейчас отдирать, я, скорее всего, отрежу сюда кусок, примерно на загиб надо сантиметров 10 шириной, то есть отрежу кусок, его сюда приклею, а потом сделаю загиб. Ну, в общем, ладно, не стала я колхозить, оторвала поролон, который уже приклеила, отрезала новый, снова его приклеила. Теперь уже постаралась ровно, чтобы ничего лишнего не отрезать. Оставила запас 15 сантиметров, чтобы сделать загиб и прикрепить поролон степлером.
Дальше обычно укладывается слой синтепона, но у меня его нет, зато в избытке флис, который лежит уже очень давно и в принципе не нужен. Я решила его использовать как раз-таки вместо синтепона. Также, чтобы сформировать округлые края, обычно поролон подрезают, я же хочу это сделать с помощью как раз этого флиса, просто как следует его натянув. Этот слой, неважно, что вы будете использовать, синтепон или, как в моем случае, какую-то мягкую ткань, нужно натягивать прямо на торцы каркаса, поэтому отрезаем с запасом. Лишнюю ткань обрезаю. Вот такая получилась сидушка с аккуратненькими кругленькими краями. И теперь точно таким же макаром нужно сделать спинку. Только вот этот загиб, где-то 15 сантиметров примерно лишних нужно отрезать, нужно будет сделать с верхней части спинки. Да, и расскажите, пожалуйста, в каких перчатках, кто знает, нужно это делать, потому что клей к латексным перчаткам прилипает, работать неудобно. А вот в каких тогда, я не знаю. Сейчас придется руки обезжиривателем очищать. Итак, еще раз по порядку. Сначала ткань, дальше поролон, ну и в моем случае дальше будет флис. Итак, обе детали готовы. Сидушка, спинка, и теперь нужно сделать чехлы. Я все-таки решила сшить, потому что так аккуратнее смотрится, чем когда просто обтягиваешь. Хоть это и проще и быстрее, но все-таки потрачу дополнительное время. И для обивки мы с мужем выбрали вот такую ткань. Она продавалась в магазине именно в шторе. Кто-то скажет расточительно, там жалко штору или еще что-то типа этого, но в любом случае это нисколько не дороже, чем покупать, например, где-то в каком-то магазине ткань на отрез обивочную. И к тому же в Лимано Про вы сможете выбрать ткань и на отрез. Просто нам конкретно понравилось именно вот это, именно цветом и рисунком. И вот здесь я решила пойти методом от противного, не делать лекал, а наживить чехол прямо по месту, соединить булавками и после этого прострочить. Расстелила ткань на кресло лицевой стороной вниз, то есть здесь сверху изнанка. И теперь хорошенько расправляю, разглаживаю, так чтобы не было никаких складок. Беру самые обычные портновские булавки и начинаю формировать шов именно там, где он должен быть, по краю. Вместе с тем повторяя изгибы спинки, потому что у нее есть эти изгибы. И вот здесь самый ответственный момент. Нужно вот тут сделать красивый загиб, ровный, аккуратный. То есть вот здесь ткань должна быть с торца расправлена, вот здесь на спинке расправлена, а вот здесь формируем линию шва. То есть, по сути, вот эти булавки, они как раз и идут по этой линии шва. Так, одна сторона почти готова. То же самое делаю снизу. И также делаем вторую сторону. Итак, вот я стянула с обеих сторон, наметила швы, и теперь нужно отрезать все лишнее. И аккуратно снимаем нашу наживульку, чтобы прострочить шов. И то же самое сделала с сидушкой и покромсала бедную штору. Ладно, пойдем строчить. Плохая девочка Катя. Тимофей, мы будем сегодня строчить или не будем? Хулиганье. Итак, сделаем примерочку. Надеюсь, не накосячила нигде. Я пока не стала обрезать лишнюю ткань возле швов, чтобы убедиться, что все в порядке. Или наоборот. Надеюсь, что все-таки не наоборот. Пока там, понятно, швы торчат. Но слушайте, по-моему, все удалось. Все это еще натянется как следует. Ну, по-моему, все отличненько. Ура, ура, ура. Значит, можно обрезать ткань со швов и натягивать на кресло. Ура! В случае со спинкой тоже дебет с кредитом сошелся. Я просто счастлива. Но единственное, что решила, для пущей уверенности я все-таки рядышком, прям рядышком, буквально там в 2 миллиметрах отступлю и еще строчку сделаю, ну просто чтобы попрочнее был шов, потому что ткань отрежется,
будет лохматиться. Либо я обрежу и обработаю край. Посмотрю, как сейчас пойдет у меня. Ну, в общем, прежде чем натягивать, укреплю шов. Все, это, в принципе, быстро. Минут сейчас, может, за 10 управлюсь, и можно будет натягивать. Ура, ура, ура! Опять у меня пришел аппетит во время еды. В общем, я прострочила не изнутри рядышком, а снаружи. Решила вот такой шов сделать. Мне кажется, так будет аккуратнее смотреться. Ну и здесь вот лишнее срезала по углам. Все, сейчас буду натягивать. Здесь главное швы расположить симметрично и при натягивании обратить на это внимание. Не перетянуть лишнего, чтобы шов не съехал с места. И вначале закреплю сверху, потому что тут удобнее всего. Итак, спиночка вот уже лежит готовая, все хорошо. А вот с сидушкой у меня получилась такая ситуация, что здесь я толстый поролон накрутила, навернула, и получается уже некуда пришпиливать. Ну, к самому поролону не пришпилишь ткань, поэтому вот здесь на сидушке я ее просто приклею. А с этой стороны уже и по бокам буду фиксировать скобами, так же, как и делала и на спинке. Вот они, мои хорошие, готовы. Только чувствую, одна я это все обратно не соберу. Так что пошла звать на помощь Чип и Дейла. Отверстия, где будут проходить болты, закрыты тканью, поэтому я их предварительно расчищу. Так как ткани синтетические, то просто раскаленным гвоздем проплавлю эту ткань. А заодно погреюсь у огонька, а то уже осень, холодно. Эх, Чип и Дейл, на задании придется как-то самой сейчас сообразить. Вкручиваю болты в отверстие. Почему-то они у меня сами собой туда свободно не пролезают. Теперь надо как-то продеть эти болты в спинку. Кое-как с горем пополам просунула, теперь вставляю шайбой. Гайки у меня, кстати, в этом кресле, не знаю, во всех ли так, на 14 и на 10. Так, эх ты, а здесь дырки проплавить я забыла, и здесь тоже. Так, теперь пошли ножки, главное ничего не перепутать. Так, совмещаем все отверстия и вставляем болты. Тут они хотя бы свободно входят, уже хорошо. Ой, а у болтов, кстати, разные по диаметру шляпки. Так что обратите внимание. Тут еще и силой надо притягивать. Как же тебя... Как ты же... Попала. Как я не люблю закручивать гайки в болты. Как же это неудобно. О. Проверим. Класс. Мне осталось закрыть низ у кресла и сделать задник. Вообще вот этой ткани ее хватит и на второе кресло, так как я буду делать еще второе, и на задник хватит и на первое, и на второе кресло. Но я решила ее оставить и в перспективе сделать подставки под ноги для этих кресел. А на задник купила вот такую шторку. Понравился мне рисунок. Мужу, честно, не понравился, но мы пришли к компромиссу, что это будет сзади, он это не будет видеть. Это буду видеть только я. И, может быть, потом еще в будущем сделаю какие-то подушечки, может, еще что-то придумаю. В общем, в любом случае, эта ткань пригодится. Здесь ничего сверхъестественного. Расстилаем ткань лицевой стороной вниз, сверху кладем фанеру и приклеиваем ткань к этой фанере. Здесь только важно обратить внимание на тот момент, что снизу фанера шире, а кверху она чуть-чуть заужена. То есть, если на ткани какой-то рисунок, то нужно этот момент учесть. Оставляем по краям ткань на загиб, чтобы приклеить к фанере. И лишнее обрезаем. Сначала приклеиваю низ, для того, чтобы натянуть затем ткань сверху.
И потом заклеиваю бока. И осталось аккуратненько заделать уголки. На них я немного срезаю ткань лишнюю и также аккуратно заклеиваю. Что тут получилось? Получилось. Осталось прибить его сзади к креслу. Я решила на те же самые гвоздики. В принципе, хорошие советские гвоздики. Нет. Скосила. Ну, как всегда, блин, ну как всегда, ну ёлы-палы. Забила так хорошо. Фух, прибила. Надо же было так лохануться. Ну, а снизу просто натяну кусок черной ткани. В передней части мне также придется ее приклеить. О, нет, взяла все, испачкала. Ну, как всегда, не без косяков. Здесь остался клей. Ладно, хоть снизу не видно будет. И здесь вот клеем замазала. Когда клеила, успела обезжиривателем часть отмыть. Более-менее так хоть в глаза не кидается. Да. И скоб вот упаковки 2 точно берите. Кстати, на ножки наклею обязательно войлок, чтобы не царапались полы, но это уже когда в дом понесу. А сейчас пойдем на фотосессию на улицу. Фотосессию она решила устроить. Как же, а лаком кто будет покрывать ручки? Правда, надо было это сделать до того, как они были собраны. Ну, у меня все как всегда. Ну и вот он, долгожданный результат. Как по мне, получилось даже очень неплохо. Да, конечно, с небольшими косячками, но если бы я вам про них не сказала, вы бы даже и не узнали. Теперь кресло выглядит как новое, стильно, и мне кажется, очень здорово дополнит любой современный интерьер. Так что дерзайте, видите, невозможного ничего нет. И до встречи на моих следующих безумных экспериментах.